Всем привет! Сегодня я буду делать апельсиновый мармелад. Я его планирую использовать в прослойке для будущего торта. Но сегодня покажу процесс приготовления и будем его делать в обычном виде в качестве десерта. Для него мне понадобится сок апельсина. Я выжила сок из апельсина и потом процедила его через сито. Также мне потребуется 2 части сахара. В одну я буду добавлять пектин. Пектин – это загуститель. Можно также делать мармелад на агар-агаре, на желатине, но сегодня мы будем использовать пектин. Он продается в любом супермаркете, и если уж у нас в провинции продается, вот в Пятерке я его покупала, то, я думаю, не будет проблемы его найти. В другую часть сахара я добавила сироп глюкозы. Можно заменить на инвертный сироп, на кукурузный сироп, на искусственный мед и даже на натуральный мед. Правда, уваренные фрукты с добавлением натурального меда и розовой воды называется рахат лукум, и пришло это лакомство у нас из восточной кулинарии, но все-таки замена части сахара на мед имеет место быть вот в приготовлении именно мармелада. И мне нужен будет сок лимона. Пектин добавляем в 1 часть сахара и перемешаем его с сахаром. Пектин обязательно нужно добавлять в перемешку с сахаром. Если вы добавите просто пектин в сок, то он у вас может полностью не раствориться и образоваться в мармеладе такие комочки, которые могут потом сломать кому-нибудь зуб. Поэтому хорошо все перемешиваем. Ставим сок на средний огонь. Посуду лучше всего использовать с толстым дном и ложку либо лопатку деревянную. Сок должен нагреться до 40-50 градусов. Можно это проверить рукой, то есть чуть-чуть тепленько уже можно вводить сахар с пектином. Не забываем в процессе варки постоянно помешивать смесь. Доводим до кипения и затем убавляем огонь, что-то среднее между средним огнем и самым минимумом. И затем уже вводим сахар с глюкозным сиропом. После постоянно помешивая в течение 10-12 минут увариваем мармелад. Должна получиться масса, похожая на обойный клей. Если использовать градусник, получится 110 градусов, но я ориентируюсь на консистенцию. Затем переносим в силиконовую форму. Остывает мармелад при комнатной температуре, в холодильник его отправлять не нужно. Примерно уходит где-то часа 2, но зависит от объема мармелада, то есть от размера вашей формы. После полного остывания мы его разрежем. А пока он остывает, я хотела бы вам показать, девочкам в инстаграме я уже обмолвилась, что меня смотивировало к тому, чтобы нужно снижать свой вес. Это вот такие вот весы. Умные напольные электронные весы MGB. У меня модель Body Fat Scale. Как это вообще все работает? Почему они умные? В основе весов стоит метод диагностики, который называется, я себе даже тут его записала, биоимпедансометрия. Простыми словами, это сопротивление ткани организма слабому току. Все это происходит через вот такие пластины, на которые вы встаете босыми ногами, а затем уже идет информация через Bluetooth на ваш смартфон, где установлено специальное приложение. Когда вы устанавливаете приложение, сразу вы вводите свои параметры. Это пол, это рост и это возраст. Да. И там уже идет перечень всего, что у вас не хватает, либо какие у вас есть излишки. Также можно установить звуковой сигнал, который вам в определенное время будет напоминать о том, что пора взвеситься. Не обязательно каждый день взвешиваться, ну хотя бы там раз в неделю. И там уже по графику вы можете отслеживать, в каком направлении вы вообще двигаетесь. У нас они появились 1,5 месяца назад, и для меня лично стали мотиватором того, что нужно менять питание и увеличивать физические нагрузки. Вся наша родня, как на экскурсию ходили, взвешивались, каждый сделал для себя выводы. Единственное, что беременным есть противопоказания, поэтому у меня племянница была беременной, она единственная из всей родни не вставала на эти весы. От себя лично я всем советую приобрести такие весы. Больше информации вы можете узнать по ссылке в описании, и по промокоду MGB вы получите 10% скидку. А сейчас мы вернемся к мармеладу. Кстати, мармелад является полезным лакомством. После полного остывания-застывания можно извлекать из формы. Кстати, все это происходит дело без участия холодильника, все при комнатной температуре застывает. Теперь разрезаем все это дело на кубики. Я это буду делать ножом, смазанным растительным маслом. Обваляем в сахарной пудре. Или можно использовать сахар, тогда уж получится совсем магазинный вариант. Хотя по сравнению с магазином этот мармелад намного мягче и приятней. Также еще можно для обваливания использовать измельченные орехи, либо еще используют кокосовую стружку. Все на ваш вкус.
Вот такой у нас сегодня с вами получился десерт, не очень сложный в приготовлении, главное очень хорошо уварить мармеладную массу. Данный мармелад можно использовать в прослойке в торты, можно использовать как отдельное лакомство. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях, всего вам самого-самого доброго.